Здравствуйте, уважаемые участники нашего видеомоста. Здравствуйте, уважаемые журналисты. Мы начинаем наш второй по счету видеомост, посвященный приезду патриарха Кирилла в Украину. Известно, что в планах была поездка в Одессу, в Днепропетровск, была встреча с президентом Украины. Сегодня мы будем говорить о том, чего можно ждать от этих встреч, можно ли сделать какие-то выводы, результаты. Об этом мы будем говорить с нашими участниками видеомоста. Господь мне благословил быть участником встречи в Одессе святейшего патриарха Кирилла. Прежде всего, мне бросается в глаза, это совершенно разная, так сказать, атмосфера, что ли, в которой происходили эти два визита. Визит святейшего патриарха Алексея II очень сложное время был. Нарастало напряжение межконфессиональное, внутриполитическое положение в стране было неладное. Да и времена уже бывшего президента Ющенко тоже не отличались какой-то такой радужным сиянием. Тогда была развязана очень такая сильная информационная, так сказать, война. Даже имела место блокада, вы знаете, освещение вот этого визита святейшего патриарха Алексея II. Но сейчас атмосфера поменялась, на мой взгляд. Есть, конечно, выпады в сторону святейшего патриарха Кирилла, есть пропагандистская, опять-таки, клевета со стороны оппонентов. Но, тем не менее, градус, я бы сказал, градус встречи, он стал спокойнее. Уже нет ажиотажа какого-то вокруг того, что к нам едет, надвигается московская патриархия, едет патриарх московский, истерии нет. Или лучше сказать, реакция народа простого на эту истерию, да, клерикально-политическую наших оппонентов, она или спокойная, или никакая. И я это заметил в городе Одессе. Собрались люди помолиться со своим патриархом в совершенно спокойной духовной обстановке. Святейший патриарх делится своими мыслями о преодолении раскола в украинском православии, его видение этих путей. И люди воспринимают это, не оппонируя ему, а соглашаясь со святейшим патриархом Кириллом. Я думаю, что святейший патриарх Кирилл, особенно в своей речи в оперном театре одесском, по сути дела, развернул нам какую-то такую панорамное видение глобальных проблем, которые, к сожалению, имеют место в Европе, в Америке, вокруг церкви христианской, вокруг христианского вообще присутствия в мире. И в этом плане святейший патриарх Кирилл, лично для меня, он стал не только глашатаем мира, но и глашатаем новой какой-то предвестником, если хотите, буревестником даже, новой христианской эпохи Европы и, может быть, Америки. Но в том смысле, что все христиане должны объединиться для того, чтобы дать отпор волнам дехристианизации мира. И я считаю, что святейший патриарх Кирилл – это мировой, на нынешний день, на сегодня, это мировой лидер христианства. Спорить с этим не приходится, потому что именно его голос, как главы величайшей в мире православной церкви, слышен во всех уголках земного шара, и он открыт, его голос не фальшивит, он честен, откровенен, и, я думаю, к нему прислушиваются и в Ватикане, и в других
церковных столицах мира. В отношении состоявшейся встречи патриарха Кирилла с президентом Украины Виктором Федоровичем Януковичем хотел бы отметить, что это была доверительная встреча, очень теплая встреча и весьма продолжительная. В течение этого дня, который президент Украины и предстоятель Московского патриархата провели вместе, они смогли обсудить многие вопросы, касающиеся прежде всего духовного измерения жизни украинского общества. Если же говорить в целом о впечатлениях от визита, очень теплые впечатления во всех отношениях. Я имею в виду не то, что на Украине жарко, в Москве, кажется, еще жарче, но атмосферу встреч с людьми, которая очень трогательная. Люди, которые хотят молиться со своим патриархом, хотят слышать его слово, хотят хотя бы только увидеть его издалека. Было жалко, что в некоторых местах, прежде всего в Одессе, так получилось, что по имеющимся данным правоохранительных органов, более 11 тысяч людей, пришедших помолиться со своим патриархом, не получили такой возможности из-за того, что все подступы к соборной площади вокруг Преображенского собора были на дальних рубежах перекрыты силами правопорядка Украины. Это вызвало большое сожаление его святейшества. Людей, которые остались, несмотря на установленные большие экраны, на трансляцию службы, которая была предусмотрена именно для тех, кто не сможет вместиться внутрь, хотя и весьма обширного Преображенского кафедрального собора, но меньшая часть только из людей, пришедших, смогла прорваться к этим экранам, смогла принять молитвенное участие в патриаршем богослужении. Это, пожалуй, единственный такой досадный момент из состоявшегося, с прошедших дней патриаршего посещения Украины.